Еще одна вирусная инфекционная болезнь человека, первоначально распространявшаяся среди домашних свиней, в 2009 году в Мексике и США получила название свиной грипп. Его вирус передавался бытовым и воздушно-капельным путем и вызывал типичные для гриппа симптомы: кашель, головную боль, повышение температуры, рвоту, диарею и насморк. Наиболее опасным осложнением была пневмония. Свиной грипп еще называют как подтип вируса H1N1, который является самым распространенным. Наиболее надежным способом избежать заражения свиным гриппом является сезонная прививка. В 1957-58 годах к пандемии привел вирус H2N2. Тогда переболело от 20 до 50% населения Земли и погибло от 1 до 4 миллионов человек. При этом чаще всего грипп поражал детей. Считается, что одним из видов свиного гриппа была испанка. Самая массовая и смертельная пандемия гриппа за всю историю человечества. Свое название грипп приобрел по месту первого появления в Испании, где к маю 1918 года им уже болело около 9 миллионов человек. Первая мировая война и связанное с ней перемещение миллионных армий способствовали почти мгновенному распространению вируса по всей Земле. Научно-технический прогресс также сделал свое дело. Поезда, корабли и дирижабли растиражировали вирус так быстро, что за первые 30 недель своего существования во всем мире вирус погубил более 35 миллионов человек. Всего же испанка переболела около 600 миллионов, а умерло по разным данным от 60 до 100 миллионов человек. В России умерло около 3 миллионов, в том числе таких знаменитых людей, как легенда немого кино Вера Холодная, революционер Яков Свердлов, инженер Леонид Капица и другие. В мире жертвами гриппа стали такие известные личности, как поэт Гийом Аполлинер, философ и социолог Макс Вебер. Случаи смерти на улицах в крупных городах мира были так обыденны, что прохожие даже не оборачивались, а количество траурных и похоронных процессий напоминало ужасный и пугающий парад. В 2009 году испанка вновь появилась, правда в более легкой форме штамма H1N1, который носил название свиной грипп. Появление СПИДа пробудило многие старые реакции на вирусные заболевания, в том числе и панику. Первоначально называющийся чумой, вирус СПИДа появился одновременно в Калифорнии и Нью-Йорке вследствие эпидемии среди мужчин-гомосексуалистов. Поражая людей всех возрастов во всех странах, СПИД стал причиной более 25 миллионов смертей во всем мире. Распространение эпидемии в Африке было чрезмерно высокое. Вдобавок к смертям и болезням оно привело к появлению более 11 миллионов сирот и несоизмеримым социальным и экономическим трудностям. Синдром приобретенного иммунодефицита или СПИД является заболеванием, развивающимся при инфицировании вирусом иммунодефицита человека или ВИЧ. Вирус поражает иммунную систему и ослабевает защиту организма от инфекций и болезней. Он может передаваться при сексуальном контакте, переливании зараженной крови, использовании зараженных игл или острых инструментов, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. СПИД может развиваться в промежутке от 2 до 15 лет после инфицирования. Лекарство, излечивающее от ВИЧ-инфекции, пока еще не найдено. Однако благодаря лечению антиретровирусными препаратами вирус можно контролировать, предотвращать его передачу и ослаблять разрушительное действие на организм. Ученые считают, что вирус передался от обезьян к человеку еще в 1920-х годах. Первой жертвой этого заболевания предположительно был мужчина, умерший в Конго в 1959 году. Первые симптомы заболевания, характерные для ВИЧ-инфекции, были описаны в июне 1981 года в США. И уже в 1983 году исследователи из США и Франции описали вирус, который способен вызывать СПИД.
Пик заболеваемости СПИДом в мире пришелся на 1990-е годы. Затем уровень смертности начал снижаться. В Соединенных Штатах он остается одной из основных причин смерти взрослых людей в возрасте до 54 лет. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от СПИДа умерло несколько миллионов человек, и десятки миллионов живут с этой инфекцией. Причем более 70% из них приходится на африканские страны. Сегодня уже мало кто удивляется тому факту, что нравы, царившие в средневековой Европе, были весьма свободными, а распространению заразных болезней также способствовал и крайне низкий уровень медицины и гигиены. Эпидемии оказали огромное влияние на мировую популяцию, культуру, этику и мораль, неся значительные коррективы в жизни людей на всех континентах.